делаешь? Что делаю? Да, расскажи мне, пожалуйста. То есть я выделала контрольные пряди и тяну их к центру, то есть треугольник сдвигаю на удлинение треугольными диагональными проборами и подтягиваю контрольные пряди К одной. А где у тебя контрольная прядь? по центру. Ага, то есть ты решила такой верхняя, вариант, да? затылочного бугра. Понятно. А ты на что-то ориентировалась? У тебя вот верхняя точка, где будет давать объем? Верхняя точка будет падать, и она мне будет давать середину уха. Ага, хорошо. Так, Любаша, а ты что делаешь, расскажи мне. Пока простригаю затылочную зону нижнюю, Угу. пытаюсь выровнять, линию, в общем, сделать. То есть первое мы делаем окантовку, да, задаем в технике линию. То есть у нас должна получиться на затылке какая линия? Совершенно прямая, плоская, без закруглений, да? Да. Угу. Оттяжка сколько? 0 градусов. Ага, хорошо. Проверяем, что-нибудь наверняка у меня будет длиннее сейчас. А расчесочкой натяни, посмотри, а расчесочкой причеши мелкими зубьями и отчеши. Она уже шире начинает. Ну и ты отчеши, все равно там линия будет видна внизу. Ну как? Есть, ну, не сказать, что прям идеально. Не очень чистенько, да? Да. Так. Теперь мы переходим. А у тебя зажим еще есть, чтобы заколоть-то? Есть. Заколи пока себе нижнюю часть, а то потеряешь потом. Вверх и будешь теряться. Да? Нам же надо определить, какая длина у нас будет. А виски-то зачем взяла-то? Виски-то у нас должны тоже отдельно быть, чтобы мы их не зарезали. Заколоть нижнюю, сказать? Да, заколоть нижнюю пока, потому что нам надо сейчас определиться с длиной нам верхней затылочной зоне, да? Мы же сейчас должны же понять, какая высота у нас, какая будет градуировка, да, по длине. Ну, имеется в виду разница в прядях. Не именно градуировку мы создаем, у нас слои, а именно разница в длине прядей верхних и нижних. Нет, берем верхнюю прядь, чтобы понять. Берем прядь, да, с наивысшей точки головы. Раздвинь нас сразу налево-направо. Угу, да. Ну, для того, чтобы тебе видеть. И вторая у нас контрольная прядь должна быть что? Оксипитал, да? Потому что мы его уже простригли в длине. Но сначала определись с верхней прядью, где она должна создавать у нас объем. И вообще, должна ли она создавать его. Ну, ты опусти, посмотри, докуда она у тебя идет. Она уже прострижена. Ну, этого, получается, что у нас, так как она уже стриженная, да, здесь, в этом месте. Посмотри, напротив ушка, куда она доходит. Помнишь, ушко, да, куда она идет у нас? Ниже оксипитала. Ниже оксипитала. То есть оно получается в итоге до середины уха, да? Угу. То есть до середины ушка. Хорошо, давай тогда натягивать точку теперь на оксипитле и посмотрим, какое у нас направление будет, да, как подъем пряди называется. Вот такое. Нет, так не получается. У нас мы должны стричь все время как? У нас нет. Ну, вот, да, совершенно верно. То есть мы должны найти прямоугольник, да? Вот, соответственно, ты должна теперь понять, какой у нас будет подъем, какой будет подъем пряди. Теперь отделяем по центру нашу контрольную. Боковые давай заколем. А как мы будем, кстати, работать? Я забуду, где это самое. Оксипитал где? Нет, где оксипитал, понятно, где, а где вот у меня. Ну, мы же нашли верх и низ. У нас же как его забудешь-то? Намочи побольше, чтобы они делились лучше, не пушили. Угу. Да, совершенно верно.
лучше заколоть лево-право, чтобы они не мешались.